Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Друзья, очень часто мы покупаем замороженное дрожжевое тесто полуфабрикат. И это нас здорово выручает. А что нам мешает приготовить дрожжевое тесто полуфабрикат самим? Вот сегодня поделюсь секретом, как я готовлю полуфабрикат из дрожжевого теста. А если быть точнее, я приготовлю двойную порцию дрожжевого теста. Из одной части теста я приготовлю жареные пирожки с картошкой, о чем поделюсь с вами в одном из следующих видео. А остальную часть дрожжевого теста разложу по герметичным контейнерам и отправлю в морозильник, что послужит мне в дальнейшем как полуфабрикат из дрожжевого теста. Вот этот полуфабрикат из теста я с удовольствием применю в приготовлении пирожков, пирогов, рулетов и так далее. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра. Пока я буду делиться своим рецептом и опытом приготовления дрожжевого теста, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от Вуаля Ас. Мне понадобится мука, молоко, растительное масло, соль, сахар, ванильный сахар, дрожжи, сода и яичный желток. Да, друзья, я кладу в дрожжевое тесто щепотку соды. Вот буквально на кончике ножа. Тесто получается еще более воздушным. А количество всех ингредиентов опишу внизу под видео. Итак, сразу просеиваю муку. Я всегда перед выпечкой просеиваю муку, так любая выпечка получается более пышной и воздушной. Из муки удаляются посторонние примеси, и она обогащается кислородом воздуха. Теперь муку пересыпаю в более широкую посуду, где я буду мешать тесто. Часть муки пока оставлю и добавлю при необходимости. Теперь готовлю опару. Беру пару ложечек муки из общего количества. Сюда же добавляю немного сахара и соли. А вот дрожжи и соду кладу полностью и заливаю всю эту сыпучую смесь теплым молоком и мешаю. При необходимости можно взбивать веничком. Я так и сделаю. Тесто должно получиться чуть жиже сметаны. Если дрожжи свежие, то буквально за 15-20 минут опара должна подойти. Если опара не подойдет, то с этими дрожжами дальше не стоит связываться. В принципе, я уверена в качестве и в сроках своих дрожжей, но просто я люблю готовить дрожжевое тесто на опаре. И очень редко, когда сухие дрожжи сразу отправляю в муку. К месту сказать, я дрожжи в тесто кладу меньше нормы. Вот по этому рецепту на одну порцию теста идет 1 столовая ложка дрожжей. Соответственно, на двойную порцию мне надо было положить в тесто 2 столовых ложек сухих дрожжей. Но я положила чуть больше 1 ложки. Если бы не съемки, я бы положила еще меньше дрожжей. Просто тогда тесто подходило бы дольше, соответственно, съемки затянулись бы до ночи. Все. Теперь даю опаре отдохнуть и потихоньку подниматься. Для этого отправляю опару в теплое место и без сквозняка. Так, опара на подходе, а мы идем дальше. Все сыпучие ингредиенты, а это соль, сахар, ванильный сахар, отправляю в муку и все хорошенько мешаю. При этом советую всю муку сразу не мешать. Оставьте пару стаканов муки и добавьте при необходимости. Отделяю яичные белки от желтков, белки убираю в холодильник, оставлю их для омлета.
А желтки яиц добавлю в тесто. Для этого предварительно взбиваю их. Можно с молоком, можно без. Затем в середине муки создаю углубление. Молоко, растительное масло и яичные желтки заливаю в это углубление. К этому времени опара тоже подошла. Я отправляю опару в муку вслед за остальными ингредиентами. Сначала все мешаю силиконовой лопаткой, после чего замешиваю тесто. Я замешиваю тесто сначала в посуде, а затем на столе для удобства. Друзья, я уже говорила о том, что часть этого дрожжевого теста я использую для приготовления пирожков. Так вот, в моем кулинарном арсенале есть несколько рецептов теста для пирожков на дрожжах, содой, на кефире, на молочной сыворотке, рубленое тесто для пирожков и так далее. Этим рецептом дрожжевого теста со мной когда-то поделилась одна моя очень хорошая приятельница. Она несколько раз угощала нас пирожками, и я заметила, что на второй день тесто ее пирожков намного мягче, чем моих. Мне стало интересно, что же она кладет в тесто, что ее пирожки даже на следующий день вот как будто только что из печи. Естественно, я попросила свою знакомую поделиться со мной секретом. И каково было мое удивление, когда я узнала о том, что секрет оказался в мелочи. Я кладу в тесто целое яйцо, а в этом рецепте из одного советского журнала для хозяек только желток. На кулинарном поприще у каждой хозяйки есть свои секреты, я не исключение. И я чуть-чуть все-таки модернизировала этот рецепт. Уменьшила количество дрожжей и добавила соду, вот на чуток. Но во всем остальном полностью соблюдаю его пошагово. Сима Ханым, я знаю, что вы любите смотреть мой канал. Огромное вам спасибо за этот рецепт. В общей сложности я замешивала тесто примерно 15 минут. Теперь чистую и сухую эмалированную кастрюлю обмазываю растительным маслом и отправляю в нее тесто. Укрываю кастрюлю скатертью и затем теплым пледом. Даю тесту подходить. Вот, прошло примерно 2,5 часа. Я достаю тесто, слегка обминаю его для того, чтобы излишки углекислого газа, которые угнетают деятельность дрожжей, удалялись из теста, и даю ему подходить повторно. На то, чтобы тесто поднялось повторно, уйдет не больше часа. Но уже видно, что текстура теста очень приятная на ощупь. Только прикосновение до теста чего стоит, оно мягкое, послушное, и работать с ним одно удовольствие. Все, тесто подошло. Из большей части теста я сегодня приготовлю пирожки. А рецептом приготовления пирожков поделюсь с вами в одном из следующих видео, потому что это совершенно другая история. Друзья, из одной порции дрожжевого теста по этому рецепту получается примерно 40 пирожков. Ну, плюс-минус. Этого многовато для современной семьи из 3-4 человек. Может приготовить полпорции? Да нет, желток-то на 2 не делится. И поэтому советую вам пойти другим путем. Расскажу вам из собственного опыта. Я обычно, даже если готовлю одну порцию вот такого дрожжевого теста, делю его на 2 или даже на 3 части. Из одной порции готовлю сразу, например, пирожки, пироги. Кстати, пицца классная получается из этого теста. А 2 других порции убираю в морозильник.
Мы же иногда покупаем замороженное тесто, а это тесто ничем не хуже покупного, своими руками и без консервантов. Что ж, раскладываю тесто по контейнерам и убираю их в морозильник, где они будут ждать своего часа. В 2 контейнера, в тех, что поменьше размером, уместилось примерно по 400 грамм теста, а в тот, что побольше, 600 грамм. Тесто также можно разложить по герметичным пакетам. Ну что, как говорится, вуаля! Дрожжевое тесто полуфабрикат с волшебной текстурой готово. Поверьте, такой полуфабрикат может стать палочкой-выручалочкой в любой кухне. Друзья, настоятельно рекомендую вам приготовить дрожжевое тесто полуфабрикат. Вы можете в любое время достать его из морозильника, дать подойти чуть-чуть и налепить пирожки, пироги, пиццу, да что хотите. Я обычно делаю так. С вечера кладу замороженное тесто полуфабрикат в холодильник, а на утро достаю тесто из контейнера, перекладываю его в более широкую посуду и даю ему подходить. Поверьте, разница в потраченном времени на приготовление полпорции или двойной порции дрожжевого теста невелика. Зато столько времени вы выиграете при приготовлении пирожков и пирогов с дрожжевым тестом полуфабрикатом. Это палочка-выручалочка. Друзья, я была рада поделиться своим рецептом и опытом приготовления дрожжевого теста полуфабриката. На моем канале вы можете найти видеорецепты разных заготовок и полуфабрикатов. Среди них есть полуфабрикаты из мяса, замороженные овощи и тесто, сушеная зелень. Ссылку на плейлист оставлю под видео, а также в подсказке в верхнем углу экрана. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или же просто заходите в гости. Будет интересно. А я буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!